Следующий вопрос от К. Артура плюс 61. Почему именно сам Трамп занялся свержением Мадуро? Ведь они оба работают на интересы ГП. Правильно ли я понимаю, что это сценарий, при котором Трамп намеренно дискредитирует США перед всем миром, выведя в открытый режим свержения законного правительства другой страны, чтобы даже слепой это увидел? При этом Венесуэла должна устоять и показать всему миру, что доминирование США закончилось. Кроме того, изначально свержением Мадуро занимались страновики, и у них, естественно, были другие цели. А Трамп вмешался и все переформатировал под свои интересы? Трамп переформатирует не под свои интересы, а под общемировые интересы, поскольку более-менее мирное, не кровавое переформатирование Соединенных Штатов и недопущение мировой ядерной войны – это в интересах всего населения планеты Земля. А вот страновая элита США, она не понимает, что своей внешней политикой они вмешиваются в глобальную политику. И вообще они не понимают взаимосвязи процессов управления. Вот как это не покажется странным, но это так. Общий образовательный уровень для людей, общий образовательный уровень имеется в виду американской элиты, американского истеблишмента, для людей уже стал очевидным. Все началось с образа Псаки. Когда я девушку Псаки защищал, говорил: ребята, да она такая же, как и все остальные американцы. Это не она самая тупая, ее назначили, а ее назначили потому, что она на уровне знаний и интеллекта такая же, как и все остальные госслужащие, которые приходят. И теперь это становится для всех очевидным. И именно вот в силу того, что они обладают таким образовательным уровнем, и они не понимают глобальной значимости своих последствий, им и нужна мировая война, которая как бы обнулит все долги Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты отсидятся снова за океаном, и они потом придут и снова будут навязывать всему миру свою волю, как это было после Первой и Второй мировой войны, которые являются двумя этапами одной мировой войны, проходившей в 20 веке. Так вот, американская страновая элита, она очень много сделала для того, чтобы переформатировать Латинскую Америку под себя, воюя против БРИКС, воюя против вообще других процессов, которые отстраивают Соединенные Штаты. Они добились смены руководства во многих латиноамериканских странах и приведения этих латиноамериканских стран к единому общему знаменателю под Соединенные Штаты, что и выразилось в действиях Организации американских государств против Венесуэлы, против руководителя Венесуэлы, президента Мадуро. Задача американской страновой элиты не влезть в войну в Венесуэлу. У них просто нечем влазить. Они уже все, что могли, у них везде все растрачено по всему миру. У них не хватает уже своих вооруженных сил везде. Задача у американской страновой элиты повести события в Венесуэле аналогично событиям в Йемене, когда коалиция во главе Саудовской Аравии воюет против Йемена. Вот именно эту задачу решает американская страновая элита по отношению к Венесуэле, чтобы все латиноамериканские страны увязли в войне против Венесуэлы. И тогда можно будет рулить этим регионом, забирать энергоносители даром и хозяйничать, как они привыкли хозяйничать в середине 20 века в Латинской Америке. Задача Трампа не допустить этого сценария. Потому что этот сценарий грозит всемирной катастрофой. Американская страновая элита не понимает этого. Что как только вы эту доминошку выбьете,
у вас пойдет цепная реакция по всем странам, по всем народам, по всем континентам. И удержать мир уже на планете Земля будет просто неимоверно трудно. Вот если удержать от катастрофы мир после государственного переворота в России будет невозможно, поэтому здесь вообще никакие компромиссы не приемлются. Необходимо предотвратить государственный переворот в России. От этого зависит жизнь на планете, цивилизация на планете Земля. Да? То после того, как таким способом пойдет процессы в Латинской Америке, удержать все-таки возможно, но чрезвычайно трудно. Очень трудно. И задача у Трампа, что называется, быть предохранительным клапаном. Когда избыточное давление, которое создали в Латинской Америке страновики, вышло через этот предохранительный клапан в свисток. Трамп это обеспечивает. Причем обеспечивает так, он страновикам же он показывает, ребята, ну вы посмотрите, это возможно сделать? Нет. Это возможно? Нет. То есть он просто им показывает, ребята, вы ввязались в решение задачи, которую вы потянуть не можете, но в результате которой в первую очередь грохнутся Соединенные Штаты. Поэтому он и возглавил этот процесс. А потом он же глава государства, он не мог не возглавить это. Это что? Значит, упустить этот процесс глобального уровня значимости, это означает полностью выпустить управление внутри страны. Все. Поэтому он не мог не ввязаться.